Всем привет! Сегодня, как и обещал, покажу, как из обычной батарейки для вашей экшн-камеры сделать пустышку, к которой будет подведено питание от внешнего большого аккумулятора. Для этого нам необходимо снять пленку, которая закрывает пластиковый короб, в котором находится сама батарея. По такому принципу я переделал уже 3 аккумулятора на своих камерах. И каждая была разных фирм, и в каждой был примерно один и тот же принцип действия. Не злоупотребляйте частым отклеиванием, предлагаю вообще делать это всего один раз, когда уже будет практически все подготовлено. Аккумулятор и все, что вам будет необходимо. Потому что пленка, которая клеится, она второй раз уже клеится довольно-таки плохо. Потом придется немножко усиливать скотчем или чем-то подобным. Под пленкой находится пластиковый корпус и сам аккумулятор в этом пластиковом корпусе, который подсоединен к плате управления. Аккуратно извлекаем. Он, возможно, будет там приклеен, но в основном всегда просто лежит плотно. Я поддеваю его керамическим пинцетом, чтобы нигде ничто не проткнуть, не замкнуть. И мы видим два проводка. Красный, черный. Красный плюс, черный минус. Нам необходимо их отпаять и запомнить, где они были. Возможно, там есть пометки плюс и минус. На камере это плохо видно, потому что использую экшн-камеру, которая для таких целей не приспособлена и у нее нет фокусировки. После того, как запомнили, записали или просто увидели, отпаиваем два провода от аккумулятора. Стараемся не перегревать, потому что вокруг пластик поведет, будет некрасиво, будет мешаться, возможно, где-то заедать. Как у один конец отпаяли, сразу его отводим в сторону, чтобы нигде не замкнуло. И у нас уже готовая пустышка практически. Осталось немножко смоделировать. После этого берем штангенциркуль и обмеряем внутренние размеры нашего бокса. Переносим эти размеры в нашу программу для моделирования. Я буду использовать Compass 3D. Нам нужно будет создать параллелепипед, который будет полностью занимать все пространство внутреннее нашей батареи, чтобы она нигде не проминалась, не болталась. После того, как сделали основную болванку, которая будет вставляться внутрь аккумулятора, нам необходимо сделать на них пазы. Пазы я спроектировал так. Во-первых, нам понадобится один паз в торце, куда будут выводиться и укладываться провода от контактных площадок платы этого бокса. И затем нам понадобится еще один паз, куда будет уложен провод. Я спроектировал таким образом, чтобы отверстие углубления под провод было чуть-чуть уже, чем сам провод. Таким образом мы делаем, чтобы провод, который будет уложен в этом пазу под собственным трением и извилистой конструкции, не так было его легко выдрать и поломать плату. После создания паза, в принципе, на этом этапе можно остановиться. Я максимум облагораживаю плату за счет того, что делаю какого скругления все необходимые. Но это уже такие эстетические моменты. Так как на все свои основные камеры я уже переделал подобранным образом аккумуляторы, этот пример я показывал на своей старой, уже ушатанной камере. А как это будет выглядеть по факту, я покажу на примере переделанной камеры Digicam. Для этого в корпусе был сделан дополнительный выпил,
чтобы кабель спокойно выходил. Естественно, при начале моделирования нужно предусматривать места, где будет выходить кабель, как он будет проходить через крышку, отстегивается крышка или нет, либо же придется делать какие-то дополнительные выпилы. Также смотрите, где находятся защелки на крышке, чтобы не было таких ситуаций, когда крышка после ваших манипуляций перестала закрываться. И после таких не особо сложных мероприятий наш аккумулятор, получается, имеет внешнее питание, работает определение уровня заряда аккумулятора, что можно будет отслеживать на экране камеры, и полностью выполняет свои обязанности более продолжительное время. Помните, разбивайте крупные задачи на более мелкие, методично их закрывайте, и у вас все получится. Я вас верю.